Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И сегодня у нас сейчас 4-я часть, то есть как 4-й урок. Мы будем рисовать море. Уже до этого было предыдущих 3 урока. В первом уроке я рассказывала про то, что мы рисуем гуашью засохшей. Сейчас она уже через камеру вам кажется не засохшей. Вот, я уже просто сегодня вот рисовала, целый день вот рисую. У меня такой вот наплыв энергии, что мне надо рисовать, я хочу рисовать. Вот, формат бумаги у нас тоже маленький. Кажется, А4, если я не ошибаюсь. Да, А4. Обычно я А3 рисую большой, но сегодня я что-то вот маленький решила. Так, ну, что самое интересное, я сказала в первых 3 уроках частей. Я их начала называть части. Вот. Будем мы с вами рисовать море. Захотелось мне вот море. Здесь уже у меня немножко грязненько, не обращайте внимания. После каждого раза просто промывать этот не холст, а планшет. Мне ничего-то было не захотелось. Ну, краски так стоят, они хорошо стоят. Мне понравилось, как они стоят. Так, мы, значит, берем нашу любимую кисточку, вернее, мою любимую. И будем рисовать. Рисовать я хочу... Так, давай вот этим вот синенькой. До этого у нас была вот какая-то светло-синяя. Блин, она мне не понравилась. Я буду рисовать просто синий. Водичка. Ну, нам, как всегда, надо кисти, водичка, бумага. Проговаривать каждый раз. Я, по-моему, забыла, не помню, проговаривала ли я там в всех уроках. Так, и начинаем рисовать не саму вот эту вот водичку с гуашью, то есть жидкая, а размешиваем таким образом, чтобы она получилась как вязкая такая. Иначе у нас бумага покорежится. И кто смотрел первую часть, я рассказывала то, что мы эту гуашь пытаемся закончить, потому что она уже старая, ненужная, выкидывать я не хочу что-то. Я решила ее попытаться закончить. Вот. Старая, она как бы засохшая у меня уже довольно давно. Уже более года, более 2-3, наверное, лет. Вот. И первая у меня такая же была, я ее отдала. Вот, а эту вот я хочу попытаться закончить. Мне интересно, сколько я смогу картин нарисовать. Такой гуашью уже засохшей, чтобы она прям конкретно закончилась. Вот, в принципе, смотрите, я размешала, она такая, как бы, вот, вам даже не видно. Вот она, видите, не сразу стекает. Ну вот, мы ее берем. Видите, как она, как сопля. Не сопля, нет. Ладно. И, короче, мы начинаем ее размазывать. Это у нас будет небо. Это будет у нас небо такое. Синее-синее небо. Потом, может быть, мы его беленьким. Вот белая краска, она у меня комочками вышла. Поэтому я даже не знаю, стоит ее вообще трогать или нет.
Так, стараемся, чтобы были чистые полосы. Вот. Мне так нравится. Видите, такие полосочки. То есть старайтесь, чтобы полосочка была от начала до конца. А не просто тут в середине вдруг что-то неожиданно. Не знаю, мне кажется, так красивее. Так, теперь мы возьмем сейчас наш белый цвет и прорисуем немножечко им. Мы его сейчас помешаем тоже. Как следует, может быть, я смогу размешать эти. Не помню, у меня камера что съехала. Хорошо бы ее прям блендером. Вот. Мочим немножко водичкой и делаем вот такую полосу, которая сейчас должна превратиться во что-то такое мягенькое, пушистенькое. Вот. Сейчас. Ай! Капнула. Вот отсюда начнем. Вот она, видите, уже сама потекла. В банке, кстати, тоже она довольно интересна. У меня уже банка с водой немножечко синенькая. И очень красиво опускается белый оттенок. Такой, знаете, как сигаретный дым. Сквозь там чего-то проходит. Вот. Сейчас мы с вами что-то сделаем такое. Ну вот они, в принципе, пошли вот эти вот комочки недомешанные. Вот можно, видите, вот тут тоже немножечко пройтись. Видите, когда цветом проходишь, вот видите, он немножко становится такой, как будто что-то, знаете, как будто грязь разрезаешь, и там такая ямочка получается. Довольно красиво. Я оставлю таким. Не буду я с ним больше ничего делать. Мне нравится, как получилось. Сейчас, конечно, высохнет, будет немножко все по-другому наверняка. Вот. Снизу мы тоже будем рисовать синеньким. Вот. Тоже рисуем синим. Я специально ждать, пока высохнет, не буду, потому что хочу, чтобы небо соединилось с морем. Потом мы там прорисуем какую-то даль. Посмотрим, что там будет у нас. Что я там захочу к тому времени. Да, кстати, вы видите то, что лист у меня не прикреплен. То есть он, в принципе, не спадает. Его как раз-таки приклеивает этот цвет, который мы накладываем. Потому что накладываем от конца до конца.
Так, где у нас? А, у нас вот, кстати. Вот он у нас идет. Середина бумаги. Кстати, ищите середину бумаги. Это надо было мне сказать с самого начала, чтобы она у вас не была четко посередине листа. Она должна быть выше, либо ниже. Не знаю, у меня, по-моему, нет ее посередине, но, в принципе, можно вот так вот сверху пройтись. Вот, теперь она точно не посередине. Добавляем водички на наш синий цвет. Так. И буду я сейчас добавлять сам еще синий оттенок, который я изначально сказала, который мне не понравился. Интересно мне, как он сейчас будет себя вести с этим цветом. Вот мы его сейчас тоже промешиваем. Видите, на стенках. Старайтесь, когда вы гуашью пользуетесь, не на стенки накладывать гуашь, а старайтесь ее мастихином, ее можно счистить и отправить вниз. Все-таки потом удобнее, чем вот сейчас мне вообще никак не удобно. Вот она синяя. Можно вылить вот так и ее просто размазать. Потому что у нас тут все-таки внизу у нас море, а не вода. Мы можем заходить на наш... Опять хотела сказать холст. Не холст это у нас. Это у нас листок. Внизу не хватает. Вот тут черный цвет уже появился. Вот. Надо еще. Надо прямые сделать их. Так вот. Вот они у нас есть. Тут, кстати, вот надо пройтись еще, чтобы она не очень сильно отличалась горизонт от неба, потому что потом у нас тут будет, может быть, что-то идти, какая-то, может быть, зелень какая-то, может быть, не знаю, может быть, просто белая полоса. И сверху мы с вами проводим таким же белым цветом, как у нас есть. Ай, мимо. Перемешиваем его. Ай, что-то там уже капнуло на меня. Кошмар какой. Набираем водичку. Еще водичку набираем. Имейте с собой рядом тряпочку, которой можно это все счистить. Желательно влажную, чтобы сразу протереть руку и ничего не напачкать. Большой плюс, кстати, засохшей гуашью, знаете какой? То, что ее можно не торопиться закрывать, потому что она все равно засохшая, и она все равно высохнет. И, допустим, даже если вы вдруг неожиданно захотели есть, но знаете, что после еды будете дальше рисовать, вы можете просто уйти, покушать
часа 3-4, сколько вам надо, вернуться. Она у вас такая же сухая ждет. В свежей, допустим, гуаши так уже нельзя. Она быстрее засохнет. Ее закрываете, уходите кушать, потом возвращаетесь. Опять ее открываете и рисуете. Так, теперь мы, значит, посередине проводим, чтобы она распушилась немножко. Превратилась в более похожее море. Проводим тут. Сохнуть будет долго. Видимо. Так, теперь, значит, берем мы синий. Берем именно синий. Такой вот. То есть не тот, который похож на голубой. И проводим посередине. Вот она. И снова посередине. Лучше всего помыть и заново провести. И провести вот так заново. Можно вот так сделать. Смотрите, они даже начинают более похожи быть на волны. И тут также. О, смотрите, как красиво получается. И тут тоже. Очень красиво. Мне кажется, они похожи уже не на волны, а на какие-то цветочки. Да, тут у меня уже начинает появляться следующая идея. Сегодня я спать точно не лягу. Не знаю, когда это высохнет, каким будет все. И получится ли у нас море, а не какой-то цветочек. А тут вообще, смотрите, белый получилось. И такое прям, как будто волна. Через камеру это выглядит немножко не так симпатично. Так, теперь мы берем маленькую кисточку и немножечко предложим нашему морю такие же вот волны. Предложим их вот тут вот, то есть на кончиках как раз вот этих вот самих волн, пока еще начинающих. То есть это вот как у нас пенка получается. Только не переусердствуйте, пожалуйста. Ну вот, видите, ведет вот так вот. Можно еще. Неудобно. Мокрое тут кругом все. Сверху так можно. Внизу вот тут вот. Хоть бы она высохла так же. Не забудьте оставить место под свою подпись. То я начинаю уже забывать. Тут как раз вот есть место. Ее можно так, кстати, закручивать. А тут вот тоже немножечко. Ее можно вот вытягивать так вот. Ну вот. Тут самая прям пышная пена. Так. Там я захотела беленьким все-таки, наверное. Мне кажется, если мы напишем тут зелененьким, сделаем горизонт, то она просто сольется.
А если она будет белая, она будет как два в одном. Вроде как и горизонт, и в то же время либо облака, либо море. Вот, поэтому мы вот так вот прочерчиваем. Постараемся тоненько-тоненько. Вот. Она сама уже разбросилась немножко. Очень красивые, кстати, получились волны. Очень. Сначала мне понравилось небо, но теперь мне нравятся эти волны. Немножко у вас вот. Сейчас я уберу. Вот. Убрала немножко лампу. Вам, наверное, должно быть видно. Прям такими полосочками, как будто она... Не знаю, мне прям классно. Как будто она бежит куда-то. Вот. Теперь оставляем все это подсыхать. В принципе, на сегодня это все. Вы можете, не знаю, гелевой ручкой можете подправить что-то. Вот. Не забудьте поставить свою подпись. Хотя, не знаю, мне некуда ее теперь ставить. Все так она прям классно тут все сделано. Мне даже не хочется ее здесь просто портить рисунок ставить. Вот. Ну, не знаю, посмотрим, как это все высохнет. Также я работу выставлю в свою группу «Самарский мир живописи». Вот. Там папку создам. Предыдущие там будут рисунки. И вот этот будет рисунок. И будет рисунок ваш. Обязательно выкладывайте свои рисунки. Обязательно выкладывайте. Вот, свои рисунки туда. Мне будет очень интересно посмотреть. Также обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите порисовать вместе со мною. Вот. Что еще должна сказать? Колокольчик жмите, чтобы не пропустить новенькое. У меня видео выходит. Сейчас стали выходить летом очень часто. Я надеюсь, что так продлится и зимой тоже будет часто выходить. Я на это очень надеюсь. Вот у нас канал обо всем, как вы уже заметили. Вот. Ну, на сегодня это все. С вами был канал Art Mania. Всем пока-пока.